Приветствую вас. Тема нашего расклада сегодня это Йемен. Значит, я получила большой комментарий, в котором говорилось о том, что Израиль воюет с Ливаном, сектор Газа, Иран, Ирак, Сирия и вроде как Йемен тоже присутствует. Я давно планировала сделать расклад на Йемен, познакомиться с этой страной, но все никак не доходили руки. Поэтому в этом раскладе я попробую хотя бы так вот коротко, тезисно просмотреть эту страну, ее значение на международной арене, в регионе, посмотреть взаимоотношения там с Израилем и Ираном. Итак, начнем. Смотрим Йемен. На дне колоды у нас старший аркан влюбленная. Я его чуть позже прокомментирую. Значит, тройка жезлов, пятерка мечей, десятка мечей, туз мечей, старший аркан справедливость, старший аркан сила и шестерка жезлов. Значит, военное сотрудничество – это раз, расширение сферы влияния – это два, за счет укрепления силовых блоков, за счет принятия каких-то важных стратегических решений. Это влияние на международную арену, на влияние на торговлю, используя, ну, скажем так, в некоторой степени такой силовой метод, силовой блок. Пятерка мечей, туз мечей, шестерка жезлов. Значит, военные действия, проявление какой-то активности. Тройка жезлов, пятерка мечей, десятка мечей нам говорят о высоком уровне смертности. Это раз. Тройка жезлов, пятерка мечей нам говорит о расширении какого-то военного конфликта. Значит, если Йемен, я не очень хорошо знаю историю Йемена, значит, здесь есть определенного рода напряжение с какими-то соседними странами. Если мы просматриваем Ближний Восток, какие-то ближайшие страны, просматривается неудовлетворительный уровень каких-то договоренностей. Пятерка мечей, туз мечей, шестерка жезлов – это пересмотрение военных каких-то итогов, это использование инструмента военного противостояния, силового блока для достижения каких-то собственных целей, собственных показателей. Десятка мечей, туз мечей, старший аркан справедливость нам могут говорить, допустим, если в рамках страны высокий уровень смертности, игнорирование каких-то там, не знаю, конституционных норм, каких-то законов, значит, это может нам также говорить о пересмотре взаимоотношений в контексте международного значения, международной арене. Старший аркан справедливость, шестерка жезлов, старший аркан сила и туз мечей нам говорит именно в контексте, если переговорах международных мы просматриваем, то это получение какого-то нового статуса. Значит, по этому статусу здесь у нас подписание идет какого-то соглашения, оно касается продвижения интересов Йемена, необходимость защиты и укрепления, получения каких-то определенных гарантий безопасности. Значит, если мы рассматриваем старший аркан влюбленные как избирательную кампанию, выборы, допустим, в стране, то здесь не все так очевидно. Просматривается либо какое-то гражданское противостояние, это когда, например, власть отдельно, правительство отдельно, судебная система отдельно, граждане отдельно, и все это такой клубок нервов. Давайте немножко посмотрим Йемен в контексте Ближнего Востока и международной обстановки в целом. Старший аркан дьявола. Йемен, Ближний Восток и мир. Шестерка кубков. Здесь у нас какие-то события из прошлого могут являться катализатором тех событий, которые сейчас происходят. Это раз. Необходимость решения каких-то прошлых задач. Это два. Какие-то события из прошлого могут повториться в конфигурации Йемен, Ближний Восток, международное какое-то вот сообщество, либо другие страны. Еще шестерка кубков нам говорит о том, что у Йемена есть какие-то союзники, есть какие-то сторонники. Значит, если мы просматриваем сам Йемен в контексте Ближнего
Ближнего Востока и, скажем так, международного сообщества. Король кубков, восьмерка жезлов, четверка кубков. Эти арканы нам говорят о доминирующей позиции с точки зрения переговорной позиции, это раз. С точки зрения каких-то прибрежных частей, моря. Восьмерка жезлов, король кубков нам говорит о каких-то резких заявлениях, дипломатических выпадов. Может Йемен формировать какие-то предложения, которые может распространять и на международную арену, и что касается Ближнего Востока. Еще здесь у нас присутствует необходимость признания. Для этого выдвигаются какие-то условия. Король кубков, восьмерка жезлов и четверка кубков может нам говорить о доминировании Йемена в прибрежных каких-то зонах с использованием вот все, что летает, все, что передвигается. Как правило, это какие-то ракеты. Еще король кубков, четверка жезлов и четверка кубков может нам говорить о том, что внутри могут быть какие-то нестабильные ситуации, такие как протесты, различного рода социальная напряженность, пожары. Значит, если мы говорим про позицию Ближнего Востока. Здесь у нас пятерка пентаклей, старший аркан умеренность, шут. Я думаю, что эти арканы комментировать бессмысленно, но проговорю. Кризисная ситуация длительного характера, какие-то, знаете, вот так называемые черные лебеди. Просматривая взаимоотношения Йемена по отношению к Ближнему Востоку, здесь у нас рыцарь кубков, королева пентаклей и колесо фортуны. Ведение переговоров, дипломатических миссий, встречи, различного рода мероприятия, решение каких-то земельных вопросов. Королева пентаклей и колесо фортуны, с одной стороны, нам говорит о регулировании взаимоотношений с соседями, но могут быть какие-то кризисные сложные моменты, связанные с неприятием, связанные с пересмотром, но это все носит такой длительный характер. Значит, в задачах Йемена входит, допустим, решение каких-то территориальных вопросов и вывод страны на какой-то новый уровень. Еще, значит, колесо фортуны может нам говорить и о каких-то прошлых позициях, циклических моментов. Это же у нас подтверждает шестерка кубков, которая у нас находится на дне колоды. Значит, в контексте Ближнего Востока это решение каких-то прошлых задач. Значит, если мы говорим про Йемен со стороны Ближнего Востока и со стороны международного сообщества, здесь у нас двойка посохов, тройка мечей и туз кубков. Значит, есть сторонники и есть противники Йемена. Если мы говорим про мир и про Ближний Восток, одни поддерживают, другие сопротивляются. Значит, какая-то попытка прийти к какому-то общему знаменателю, выработку какой-то стратегии, значит, решению вопросов в контексте Йемена, они, к сожалению, наталкиваются на определенного рода сложности. Нет возможности прийти к какому-то, не знаю, общему мнению, хотя попытки здесь у нас постоянно просматриваются. Это и какие-то встречи, какие-то совещания, это дипломатическая работа с участием международного сообщества, обсуждения, в том числе на какой-то площадке. Значит, это решение вопросов, связанных с гуманитарными задачами, социальными какими-то проблемами, если мы говорим про контекст Йемена. Еще я так немножко осторожно скажу, двойка жезлов, тройка мечей, туз кубков, здесь у нас могут просматриваться вопросы, связанные с какими-то разделениями, либо на сферы влияния, либо какие-то территориальные распределения, потому что здесь у нас падает королева пентаклей, колесо фортуны, решение земельных вопросов. Еще здесь у нас просматривается морская тема, это большие объемы воды, это может быть связано с пресной водой, допустим, какие-то реки, но туз кубков это все-таки чаша с водой, поэтому мы просматриваем здесь моря какие-то, и здесь Йемен могут использовать в качестве, например, разрешения водных, что ли, каких-то процессов, либо деления на сферы влияния морского пространства с участием Йемена в том числе. Значит, двойка кубков, десятка кубков, старший аркан дьявол в контексте международного сообщества, достижение поставленных каких-то целей, используя такие, знаете, как доминирующие методы, особенно если мы говорим про короля кубков, восьмерка жезлов, это либо вот ракетные обстрелы, все, что связано с резкими какими-то выпадами, плюс дипломатическая работа. Это значит привлечение внимания по решению своих проблем. Здесь у нас попытка решить гуманитарные вопросы. Здесь Йемен в буквальном смысле и наоборот, это взаимное, вцепились в вопросы, связанные с какими-то гуманитарными проблемами, плюс каждая страна пытается достичь каких-то определенных соглашений, но на своих условиях, потому что старший аркан дьявола — это контроль, это доминирование.
Это зависимое положение. И Йемен зависит от международного сообщества, и международное сообщество зависит от Йемена, как бы странно это ни звучало. Значит, если мы говорим про международное сообщество, здесь у нас паш мечей, тройка пентаклей и старший аркан мир. Паш мечей — СМИ, разведка, различного рода ситуации, связанные, например, с решением данного вопроса. Паш мечей, тройка пентаклей, старший аркан мир может нам говорить о том, что общества могут в буквальном смысле объединяться для решения задач, связанных и с Ближним Востоком, и задач, связанных с Йеменом. Паш мечей, тройка пентаклей, старший аркан мир, есть определенного рода беспокойство. Опять-таки мы видим, у нас старший аркан дьявол, зависимое положение, необходимость решения этих задач, поэтому здесь у нас могут создаваться какие-то рабочие группы, в том числе. Значит, если мы говорим про международное сообщество и Йемену могут выдвигаться какие-то предложения для обсуждения. Здесь он, безусловно, будет просматривать эти решения и выявлять либо какой-то общий знаменатель, либо какое-то общее решение. Еще паш мечей, тройка пентаклей, старший аркан мир может, плюс дьявол, может нам говорить о том, что международное сообщество может формировать какие-то коалиции, особенно если мы говорим про какие-то скрытые разведывательные службы, значит, скрытые какие-то операции военного характера, разведка, значит, те, кто действует из-под-тишка для решения экономических задач международного характера. Ну и давайте теперь в контексте Ирана, в контексте Израиля тоже посмотрим Йемен. И если у меня получится, я сделаю прогноз на 25 год по Йемену. Надеюсь, что получится. Чуть позже. Итак, смотрим. Йемен, Израиль, Иран. Йемен, Израиль, Иран. Ну, я ничего такого не вижу. Значит, позиция Ирана. Паш мечей, отшельник и верховный жрец. Паш мечей, отшельник, значит, это контролировать ситуацию издалека. Значит, паш мечей, отшельник и верховный жрец — это такая вот религиозная, скажем так, поддержка, идеологическая поддержка в том числе, но на расстоянии. Значит, если мы смотрим про позицию Ирана в контексте Йемена, то здесь королева мечей, то есть пентакли, старший аркан сила. Здесь у нас поддержка вооружением, различного рода стратегиями. Здесь у нас за счет денежных средств может проявиться усиление Йемена. Значит, здесь у нас может быть давление на Йемен, или, допустим, на Иран значит, со стороны Ирана. Здесь у нас может давление быть на Йемен с точки зрения каких-то денежных средств, а Йемен может давить на Иран, если мы говорим про какую-то стратегию, либо про реализацию каких-то задач. Но в целом я бы сказала, что эти страны могут укреплять друг друга. И еще двойка кубков, шестерка кубков и восьмерка пентаклей — это, допустим, решение каких-то своих прошлых задач за счет плотной работы. Допустим, если мы говорим про Йемен и Иран, то есть я ничего такого не вижу, да, идет усиление, да, идет укрепление, но Иран, скажем так, держит определенного рода дистанцию. Значит, если мы говорим про Израиль и Иран в контексте Йемена, здесь у нас просматривается у Израиля тройка пентаклей, туз мечей, девятка мечей. Работа в команде, принятие какого-то решения. Девятка мечей может сопровождаться какой-то определенной головной болью, неудобствами. Здесь у нас может быть нарушение каких-то экономических связей, экономических взаимодействий. В буквальном смысле необходимо решать эту задачу. Значит, умеренность, старший аркан влюбленный, старший аркан маг. Израиль и Иран могут вырабатывать какие-то общие схемы, но не совместно друг с другом, а за счет использования каких-то сторонников. То есть тоже такое вот удаленное решение, принятие решений, допустим, по разрешению какой-то йеменской задачи, йеменской проблемы. Девятка кубков, паш
жезлов колесо фортуны может нам также говорить о том, что идет работа через лоббистов, идет составление каких-то проектов, попытка выработать какое-то решение, выйти из этой ситуации, выйти на какой-то новый уровень. Вообще, если мы говорим в контексте Йемена, Израиля и Ирана, ну, я не вижу таких вот открытых каких-то противостояний. Здесь Йемен действительно пытается решить какие-то проблемы из прошлого. Я не знаю, с чем это связано, но он предпринимает активные действия, используя военную поддержку, силовую поддержку, допустим, Ирана. Здесь использование лоббистов, использование каких-то новых проектов за счет Израиля. Сложная какая-то конфигурация. По 4 кубков на дне колоды это может нам говорить о выработке какого-то решения. Императрица, Паж Пентаклей, тройка кубков, старший аркан Дьявол, Луна, смерть, старший аркан Солнца. Вообще, если вот мы говорим про какие-то прошлые задачи Йемена, это территория, это страна, это природа. А Дьявол, старший аркан смерти, это может быть снижение давления, снижение нагрузки, это стремление к трансформации, к переменам. Это занять прочные позиции, допустим, на каких-то международных площадках, особенно если мы говорим про мусульманские страны, про мусульманский мир. Паж Пентаклей, старший аркан Дьявола, старший аркан Солнца. Это может быть либо признание какого-то лидера, потому что Солнце — это правительство, это лидер нации. Паж Пентаклей — это фиксация этого документа. Еще мы говорим про, если мы просматриваем вот эту вот позицию, то это занятие прочных ключевых позиций в регионе, скрытая какая-то дипломатия на уровне каких-то первых лиц, проявление каких-то трансформационных процессов, заключение каких-то контрактов, соглашений, вступление в скрытые какие-то союзы, обмен данными, обмен информацией, документирование в том числе. Ну, вот какая-то такая запутанная история. На этом все. Берегите себя. Попробуем сделать расклад на Йемен в контексте 2025 года. Возможно, что-то станет ясно из этих процессов. Всего доброго.